Книга 12. Тао. Путь Вознесения. Природа текущих реалий. Здесь наша позиция состоит в том, что нет ничего такого, чего стоило бы бояться, хотя мы ясно видим, что ваши СМИ практикуют обострение опасений, выливающиеся в прямое нагнетание страха, вокруг таких ситуаций как болезни, эпидемии, всевозможные бедствия, катаклизмы, военные угрозы и ситуации насилия. Почему СМИ столь усиленно провоцируют страх? Потому что страх провоцирует людей к агрессии, разделению, ненависти, вражде, отвержению, осуждению, обвинению. Через новости, те, что стоят за излагаемой информацией, по всей ее цепочке, собирает энергию у человеческой массы, которая из-за внушенного страха, или из-за механизированности жизни, час за часом проводит у экрана телевизора, или за гаджетом. Те, кто так или иначе, стоят за выходом новостей, раздувают себя энергетически и финансово для дальнейшего поддержания своего господства, власти и доминирования на Земле. Именно создавая условия, при которых сохраняется подобное положение дел, чрезмерно раздувается энергетическое состояние тех, кто стоит за текущим положением дел. Поэтому страх и внушение страха другим, поддержание страха у других, служат им весьма полезную службу. Мы призываем возносящихся посвященных, и тех, кто читает наши материалы, как можно чаще выключать телевидение. Прекращать слушать новости, прекращать заниматься серфингом интернет-сетей, радио или телестанций, и учиться сосредотачиваться внутри себя к реальной внутренней работе и реальным внутренним новостям. Что такое реальные новости? Реальные новости повествуют о восхождении Земли, о том, что Земля осуществляет прохождение своих посвящений при каждом нарастании числа пройденных ею звездных врат на пути к великому центральному Солнцу. Реальные новости гласят, что все в этом мире действительно изменится, однако изменения необходимо воспринимать, не исходя из страха, но из понимания большей картины того, что происходит, и почему. Карма – это те задачи и жизненные уроки, которые каждому нужно усвоить, прочувствовать, осознать, вместить. Почему продолжаются войны? Карма уравновешивается. Почему на чьи-либо плечи ложатся тяжкие бедствия? Карма уравновешивается. Почему кто-то находится или попадает в ситуации смерти, насилия и других видимых катастроф? Карма уравновешивается в проживании соответствующего опыта. Для того, чтобы все мы, возлюбленные, пробудились и получили возможность пойти домой. Почему происходит неурожай зерновых культур и вымирание животных на фермах? Эти царства завершают свою карму с человечеством. Почему происходит так много человеческих смертей? Человечество завершает свою карму с Землей. Имеется ли какой-нибудь другой путь, чтобы очистить вашу человеческую реальность, минуя кармическое завершение? Нет, возлюбленные, не существует никакого другого пути. Однако, после каждого инцидента, и в частности, со смертельным исходом, каждый человек воскрешает память, люди вспоминают, почему была выбрана эта отдельная жизнь, какой урок должен был быть изучен, и очередная кармическая страничка должна быть закрыта, и пробуждаясь к пониманию, воспринимает большую часть картины Вознесения, которая когда-то давно была полностью согласованной. Ибо при оригинальном отборе красного человеческого рода с Сириуса на Землю, человечество согласовывалось вознестись вместе с Землей. А значит, требуется завершить, понять, переосмыслить и осознать все, что требуется. Это значит стать пробужденным, не спящим, восприимчивым, понимающим все грани жизни, осознанным, а значит зрелым, суверенным, полноценным существом. С таким пониманием, нет нужды жить в страхе. В предстоящее время,
Каждый исполнит свою роль, которую, так или иначе, сыграет. Каждый имеет задачи, чтобы выполнить их в этой текущей жизни. Каждый имеет возможность вознестись благодаря закрытию кармы, которая могла бы создать катастрофу в жизненном опыте человека в том случае, если вовремя не проявить к ней должного внимания. Многие, через Вознесение получают возможность засвидетельствовать разворачивание новой эры и стать свидетелями вхождения в Великое Центральное Солнце. И даже если ваша жизнь оборвется прежде, чем увидеть таковое, несмотря на это, вы испытаете все, в качестве живого предка ко всем связанным с вами по наследственности. Мы возвращаемся домой, возлюбленные.